последнее время циркулируют фотографии Чингука, выходящего из машины. Мы хотим уточнить, что эти фотографии действительно существуют, но они были отредактированы. Оригинальные фотографии из первого сезона «Are you sure?». Если присмотреться, Тэхён виден позади Чингука, щеголяя своими фирменными черными волосами. На оригинальном фото Чингук одет в рубашку бордового цвета, но на новом снимке цвет был изменен на белый. Это означает, что на фотографии действительно изображен настоящий Чингук, но она не новая и была отредактирована для создания определенного впечатления. Однако из-за этого возникли различные теории. Действительно ли Тэкук закончил? Чингук испытывает отвращение или дискомфорт к Тэхёну? Или он с Тэхёном только из-за принуждения или угроз? Подобные утверждения звучат нелепо и безосновательно, но их продолжают распространять те, кто неустанно выдумывает ложные истории для подкрепления своих собственных нарративов. Они словно одержимы Тэкуком, постоянно следят за каждым его движением, каждым словом, даже за каждым молчанием, лишь бы найти повод поднять старые вопросы. Когда у них нет конкретных доказательств, они прибегают к выдуманным источникам, например, «У меня есть друг-кореец» или «друг друга», который тесно сотрудничает с BTS. Исходя из этого, они делают очень серьезные заявления, будто Чингук больше не хочет иметь ничего общего с Тэхёном или что все их прошлое общение было лишь игрой. Но, по логике, это всего лишь череда лжи, нагроможденной друг на друга. На самом деле таких людей беспокоят не факты, в которые они верят, а глубокое влияние самих отношений Тэхёна и Чингука. Их расстраивает то, что Тэкук оказывает на них такое сильное эмоциональное воздействие, настолько очевидное и искреннее, что его невозможно просто отрицать. Они хотят стереть это из памяти, отмахнуться от этого как от домыслов или недоразумения. Но, делая так, они лишь раскрывают свою собственную одержимость. Они не могут перестать говорить о Тэхёне, не могут игнорировать его, потому что больше всего они отвергают правду, которую не могут контролировать. Вместо того, чтобы принять реальность, они предпочитают создавать свою версию, ту, которая всегда ставит их на место, даже если это снова и снова противоречит их собственной логике. Есть также группы, которые утверждают, что любят всех участников, но тут же заявляют, что Тэхён заставляет Чингука чувствовать себя некомфортно. Это иронично. Как кто-то может говорить «я люблю всех 7 участников», но одновременно с этим распространять ненависть к одному из них? Они прячутся за фразами вроде «мне просто не все равно» или «я просто говорю честно», хотя на самом деле хотят лишь унизить Тэхёна и разрушить эмоциональную связь между ним и Чингуком. Их слова – яд, замаскированный под привязанность. И часто эти люди не настоящие фанаты. Они хотят лишь разделить, а не понять. Им плевать на счастье Чингука или Тэхёна, их волнует только то, чтобы Тэхёна никогда не видели вместе. Совершенно нормально любить или не верить в шип, не все должны видеть это одинаково. Но неприемлемо, когда кто-то отрицает сам факт близости двух людей, а затем называет все их общение фальшивым или вынужденным. Слова о том, что Чингук ненавидит Тэхёна или не хочет иметь с ним ничего общего, лишь показывают, насколько поверхностно и нелогично мышление некоторых людей. Проблема не в шипе, а в чрезмерном отрицании, когда заявляют, что любят всех участников, но затем нападают на одного. Заявляют о своей нейтральности, но постоянно искажают факты, чтобы подогнать их под свою личную историю. Такое поведение основано не на любви или уважении, а скорее на желании создать соперничество там, где его на самом деле нет. По иронии судьбы, даже когда Тэхён и Чингук в последнее время не общаются на публике, ненавистники и наблюдатели не могут молчать. Они постоянно следят, обсуждают и комментируют, как будто вся их жизнь зависит от следующего момента с Тэхёном. Из этого мы знаем одно: больше всего они боятся возобновления отношений Тэхёна и Чингука. Они прекрасно понимают, что каждый раз, когда Тэхён появляется вместе, взглядом, смехом или легким прикосновением, весь их ложный нарратив рушится. И больше всего их раздражает то, что зачастую именно Чингук сам начинает все это. Много раз, когда они оказывались в одном месте, Чингук неосознанно поворачивал голову в сторону Тэхёна. Он подходил, обращал внимание или присоединялся к тому, что делал Тэхён.
Это не было наиграно, не было игрой, не было совпадением. Все было спонтанно, естественно и по-настоящему. Но хейтеры всегда находили способ исказить это. Это Тэхён бежит за Чингуком, это Тэхён слишком навязчивый или Тэхён не знает границ. Однако, если рассматривать их взаимодействие целиком, без каких-либо купюр и манипуляций, становится ясно, что Чингук всегда первым подходит. Он смотрит, он начинает разговор, он искренне выражает утешение и привязанность. Вот почему хейтеры Тэхёна так обеспокоены, потому что это реальность, которую они не могут изменить. Потому что инициатива, внимание и интерес исходят от Чингука, а не наоборот. И пока так продолжается, пока Чингук улыбается Тэхёну, пока Тэхён отвечает ему нежными взглядами, никакая ложь не сможет погасить свет, который они излучают вместе. Это реальность, которую не смогут стереть никакие слухи, обработка фотографий или якобы всезнающие корейские друзья. Потому что, в конечном счете, Тэкук всегда говорит своим молчанием и истина, которая даже не нуждается в защите. Даже если все слухи, все анализы и все онлайн-дебаты окажутся лишь затихающим эхом среди тысяч других голосов. Люди могут продолжать говорить, строить догадки и пытаться интерпретировать каждый маленький жест, каждый взгляд, каждую улыбку Тэхёна и Чингука. Но за кулисами, за ярким светом камер и бесконечной толпой, только они двое знают правду обо всем происходящем. Тэхён, с его спокойным взглядом, всегда умел встречать лицом к лицу этот чрезмерно любопытный мир. Он давно усвоил, что не все нужно объяснять, и не всякую любовь нужно выражать словами. Тем временем Чингук, которого, возможно, эмоционально затронули комментарии и всеобщее внимание, теперь все больше понимает, что молчание также может быть формой защиты не только для него самого, но и для того, кого он глубоко ценит. Тэхёну и Чингуку никогда не требовались долгие оправдания или разъяснения, чтобы убедить кого-то. Они знали, кем они являются друг для друга. И, возможно, этого было достаточно. Они прошли через времена, когда их единение становилось предметом всемирных споров. Они привыкли, что их превращали в истории, разделяли, связывали и неверно истолковывали. Но время, наконец, показало, что отношения, основанные на искренности, не разрушишь простыми словами. Теперь, когда свет на сцене медленно погас и мир начал переходить к другим историям, они оставались на том же месте, шли бок о бок, возможно, не всегда на виду у публики, но всегда в пространстве, где они понимали друг друга. Потому что за всеми домыслами скрывалось нечто гораздо более простое, но и гораздо более глубокое – доверие. Вера в то, что, даже если мир может их неправильно понять, они поймут друг друга правильно. И, возможно, именно в этом и заключалось истинное значение имени Тэкук, не просто имя, повторяемое фандомом, не просто корабль, охраняемый тысячами аккаунтов, а символ двух сердец, срастающихся сквозь бури и все еще обретающих покой в тишине. Им не нужно было никого убеждать в своих чувствах. Всего один понимающий взгляд, одна искренняя улыбка, один маленький шаг в одном направлении. Потому что, когда весь шум наконец утихнет, когда слухи потеряют свою силу, и когда мир перестанет сравнивать или разделять, останутся только два человека, Тэхён и Чингук, которые знают, что всегда найдут друг друга даже в самой тихой тишине. И именно там, вдали от шума экранов и слов, Тэкук продолжает жить не как слух, а как тихая прекрасная реальность.